Это канал творчества для всей семьи. Сегодня покажу, как из чайной коробки сделать чайный короб или шкатулку. С коробки срезаю все ненужное. Крышку укрепляю полоской ткани. Стенки коробки укрепляю картоном от упаковки. Да, у нас новый питомец Ричи. В нашей команде появился абиссинский кот. Ему 4 года. Недавно мы были в питомнике у знакомой заводчицы. Просто хотели посмотреть на котят, но этот кот выбрал нас. Как только увидел меня, сразу полез целоваться. А когда мы уходили, начал очень жалобно мяукать. Хозяйка рассказала, что вывела его из разведения, и что если мы хотим, то можем его забрать. Так у нас появился Ричи. В конце этого видео вы сможете увидеть его во всей красе. Из гофрокартона вырезаю полоски шириной в 1,5 сантиметра. Оклеиваю салфеткой. Покрываю тонким слоем строительной шпаклевки. Пока шпаклевка сохнет, займусь внутренней частью короба. У меня синтетическая ткань от старой шторы из Икеа. Можно взять любую плотную ткань. На ткань наношу неразведенный клей ПВА. С салфетки снимаю слои и буду приклеивать методом файла. Укладываю салфетку лицевой стороной вниз. Заливаю водой. Теперь салфетку можно аккуратно растянуть и распрямить пальцами. Сливаю излишки воды. Прижимаю карточкой и выгоняю пузырьки воздуха. Заготовка полностью высохла, можно приступать к окрашиванию. Окрашиваю акриловыми красками.
Точно так же делаю декупаж методом файла. Приклеиваю на акриловый лак. Мне нужно добиться полной прозрачности салфетки, а с клеем ПВА это может не получиться. Небольшие фрагменты можно приклеить и без файла. Более светло-коричневым прохожусь сухой кистью. У меня художественная патина. Она прозрачная. Можно взять и акриловую краску, и мокрой кистью сделать то же самое. Растираю влажной салфеткой. Точно так же поступаем и с акриловой краской. Теперь я вижу, что белый фон салфетки здесь не подходит, и их надо как-то сдружить. В очень крепкую заварку чайную добавляю клей ПВА 1 к 1. Разумеется, добавить заварку в клей ПВА можно было и во время декупажа. Снаружи и внутри покрываю акриловым лаком.